Всем привет! Добро пожаловать в новый влог. У нас сегодня воскресенье. Мы сейчас с мужем выехали погулять. У нас невероятно жарко, поэтому с утра мы сделали пару дел. Это рано утром в 6 утра мы поехали позавтракать в лес. Мы сегодня не ездили на море, мы поехали в лес, позавтракали там и погуляли. Вот, потом мы сразу поехали на рынок, потому что лучше это делать с утра, пока там немного народу и пока не так жарко. Вот, и потом мы приехали домой, просто дома отдыхали, пережидали сильную вот эту жару, пик жары. Сейчас начало 6-го, мы выехали, до сих пор еще солнце невероятно сильное, вот, но хотя бы уже сейчас оно быстрее будет сходить и более реально находиться на улице. И сейчас мы поедем кушать мороженое в одно кафе-мороженое, очень популярное здесь. Я вам обязательно сейчас все покажу. Там в этом кафе-мороженое делают мороженое из натуральных фруктов без добавления разных ароматизаторов, усилителей вкуса и так далее. Вот. Оно, в принципе, поэтому очень популярно, это место. Там, например, по Анталии уже достаточно много таких кафе открыто. Вот. В одно из них мы сегодня поедем. Точнее, мы уже едем, мы уже в дороге. В общем, когда приедем, я вам покажу там ассортимент и что мы взяли. У меня сейчас, я заметила, что лицо просто сияет, блестит, но это не просто так. Я перед выходом намазалась SPF кремом, и сейчас вот он дал такую реакцию. Обычно у меня лицо так не блестит от него. И знаете, у меня, видимо, аллергия сейчас на лице, потому что у меня высохло лицо, и оно щипет. Есть какие-то еще аллергичные места. Я, видимо, переела фруктов, и в частности арбуз, наверное, и разные снеки сладкие. Вот, сейчас я делаю в этом плане перерыв во всяких вредностях и фруктах. И когда я нанесла SPF на кожу, у меня все лицо начало сильно щипать. Вот, так что я думаю, что я просто переела фруктов. Я их очень много ем сейчас каждый день. И вот как раз я сделала паузу. Точнее, теперь я их просто меньше буду кушать. И всяких там снеков тоже меньше. Вот, и вроде моя кожа... моя кожа должна прийти в норму. Вот, но сейчас у меня даже до сих пор немножко щипет лицо. И вот оно вот так вот блестит. Я думаю, что это еще из-за, может быть, аллергии, не знаю. Но у меня SPF крем первый раз дал такую реакцию. Every maybe, now I let the maybes go. There's a peace in not knowing, but still choosing what I know. I'm making good choices, one at a time, not chasing every spark that shines. If it costs my calm, I'm letting it fall. I don't need everything, I need what's mine. I'm taking small steps, letting them lead, trusting the quiet inside of me. It's not loud, it's not fast, but it's real this time. Yeah, I'm making good choices tonight. It up, didn't overexpress. There's a kindness in drawing the line, like a soft but steady stop sign. Took a walk where the streetlights hum, let my thoughts come one by one. Вот, мы приехали, вот там под белым шатром находится кафе-мороженое. Мы сейчас туда пойдем. Все, мы приехали, значит, идем сейчас за мороженым. Мне было интересно, будет ли здесь много народу или нет. Ну, народу немного. Вот. Единственное, что на улице просто Сахара. Невыносимо жарко. Но мы сейчас купим мороженое и охладимся. Это их такой логотип, розовая корова. И вот это само кафе-мороженое вкуснющее. Это их ассортимент. В общем, тут разные вкусы. Есть их не так много, но они меняются. И еще в зависимости от сезона, то есть зимой там по сезону фруктов, вот, и летом тоже разные фрукты, например, там сейчас вот ежевика, там зеленая слива, например, зимой зеленой сливы тут нету.
Также в этом году у них появились вот такие вот типа фруктовые попсы. Это, в общем, мороженое в форме разных фруктов. Ну, это как коробочка, то есть, в принципе, сейчас уже и в России такое есть. Вот. И у них что-то типа смузи здесь. Это лимонад. Вот. Также лимонад продают. Также можно здесь взять еще кофе и чай. В общем, мы взяли мороженое раз в обычном пластиковом боксе. Раньше мы брали в сонных таких картонных пиалах. Ой, я споткнулась об скамейку. Брали в картонных пиалах, но потом как-то решили брать просто в одном пластиковом боксе. И все, так даже удобнее и выгоднее. Сейчас мы найдем где-нибудь место и поедим это. Мы, короче, взяли ананасовое, ежевичное и гранат с апельсином микс. Вот. Вот оно в такой упаковке получается. Сейчас мы это все снимем. Нам, правда, это все не нужно. Это они нам решили типа пакет-сервис сделать. Хотя нам это не нужно. Мы это потом все выкинем. Нам нужен был просто пластик-бокс. И они это мороженое покрывают просто целлофаном. Вот. Это прямо из натуральных фруктов. Вроде консистенция, что ли, поменялась. В общем, это ананас, это ежевика, а это апельсин с гранатом. В общем, сейчас будем пробовать. Я первый ананасовый хочу попробовать. Я надеюсь, что меня слышно. Да. Да. Вот из-за того, что они сделаны из натуральных фруктов и ягод, здесь нет никаких подсластителей или усилителей вкуса, то вкус вот максимально натуральный. Какой там в этом сезоне ананас или какие они закупили ананасы, вот такое мороженое и будет. То есть оно иногда не всегда яркое на вкус, но зато натуральное. Гранат с апельсином очень вкусно. Прям такой яркий цитрусовый вкус, при этом гранатовые нотки чувствуются. А вот это ежевичное. Да, очень вкусно, очень. И главное, натурально, прям чувствуется. Как будто дома сделали из фруктов. Видите, даже консистенция, ну не совсем как, например, магазинное мороженое. Даже на вид, если честно, я думала, ананасовое будет как-то поярче, но вот он такое, но вкусное. Сегодня мой топ – это апельсиново-гранатовое, хотя я была уверена, что мне ананасовое больше понравится. Bence en güzel nar portakal bugün. Biraz portakal güzel. Ben düşündüm ananas daha fazla citrus tat. Ama ben beğendim zaten ananas. Bence güzel. Tatlı. Да. Татлы, да. Senin kafa full görünmüyor. Да. Блогер. Gerçekten ben düşündüm burası daha kalabalık. Çünkü sıcak. Ama aslında çok kalabalık değil. Ben de daha önce daha kalabalık görüyordum. Şu an boş yani. Мы с мужем думали, что будет намного больше людей, более многолюдно, что ли. Вот. Но в этом году как-то совсем пусто, хотя на улице очень жарко, и сейчас самое время поесть мороженое. Но либо все где-то на море, либо дома сидят под кондеем и не выходят на улицу до заката. Потому что до сих пор очень жарко. Ну и хорошо, зато есть свободные столики, мы можем комфортно посидеть, покушать. Да? Anlamıyorum ama da. Just say да. Да.
Ben söylediğim kalabalık değil, masala var. Bu yüzden biz rahat rahat duruyoruz ve yiyoruz. Oy çok lezzetli, you know. Bazen böyle güzel it, sütlü dondurma değil, sadece meyveli, böyle sıcak hava. Но мы с мужем после мороженого всегда очень сильно хотим пить. Неважно, это будет фруктовое мороженое или молочное, там, ну, шоколадное, на сливках. Всегда очень сильно хочется пить потом воды. У меня, кстати, после фруктов такое же. Я могу поесть холодные, вроде бы не очень сладкие фрукты, но все равно потом очень сильно хочется пить воды много. Наверное, из-за сахара. Но мороженое мы можем даже кислое покушать. Лимонное, например. Здесь продается из натурального лимона. Обалденное мороженое. Но после него тоже хочется много пить воды. Я не знаю, как это работает. Все, мы прикончили это мороженое. И теперь мы немножко охладились. Но оно, кстати, видите, оно потекло, оно очень быстро начало таять. Потому что это просто натуральные фрукты, как я уже сказала. И все. Моментально тает. Но очень вкусно. Решили поехать в торговый центр. Это новый торговый центр в районе Коньялты, как раз где мы сейчас находимся. Мне кажется, я видела рекламу уже в интернете его, то ли в ТикТоке, то ли в Инстаграме. По-моему, название Феникс, если я не ошибаюсь. Но, если честно, не помню. Вот, какой-то новый торговый центр. Он вроде небольшой, но там вроде уже много что должно быть открыто. По крайней мере, в рекламе так было показано. В общем, решили немножко пройтись под кондиционером, освежиться, потому что на улице, ну, что-то прям совсем душно. Вот. А потом в конце всех наших дел точнее, не дел, а планов, у нас есть дела поехать за еще продуктами в супермаркеты. Причем даже в 2 супермаркета. То есть на рынок мы уже съездили с утра, и нам еще надо в супермаркеты за другими товарами. Ну, там молочка, хлеб, всякое такое. Это уже, конечно, мы на рынке не купим. В общем, поедем сейчас в торговый центр новый, я вам покажу, что там и как, посмотрим. Мы сами первый раз поедем. Вот здесь торговый центр, вот это низкое здание в жилом комплексе Феникс. Я так понимаю, что этот торговый центр одноэтажный. Не знаю, насколько тут прям все бренды открыты уже, он прям совсем новый, но посмотрим. Сейчас заезжаем, паркуемся и идем к кондиционеру. Так, мы приехали, сейчас будем искать вход. Тут разные кафешки, вот там, например, кафе, и вот здесь. Но лестницы нету, и вход, скорее всего, вот там издалека. Сейчас пойдем смотреть. Обычно в воскресенье в Турции, ну в Анталии, везде многолюдно и все парковки заняты. То есть, следовательно, еще толком никто не знает про этот торговый центр. И, скорее всего, он полупустой даже по магазинам. Они открылись, ну, понятно, что хотят, чтобы клиенты уже приходили, но, скорее всего, там он полупустой. В общем, сейчас посмотрим. В общем, вот такой торговый центр пока что. Никакого кондиционера, потому что он под открытым небом, ребята. Да, охладились. И он такой весь пока что пустой, вон все закрыто. И самое главное, что мы приехали сюда под кондиционером пройтись, но, видимо, не выйдет. Муж говорит, что вроде где-то в нижней части торгового центра закрытая территория, и она вроде как с кондиционером должна быть. В общем, сейчас посмотрим, я не уверена. Возможно, это так. Здесь Starbucks, тоже ресторанчик, но он еще вроде не открыт. Где? Вот здесь заходим и идем вниз, в закрытый торговый центр. На эскалаторе. Вот, там уже начинаются все бренды, там даже еще ниже что-то есть. В общем, сейчас посмотрим. Ну, такой он, видите, небольшой совсем. Совсем прям небольшой. Там он тоже уже заканчивается. В общем, здесь торговый центр просто метр на метр, если честно. Даже когда здесь откроются магазины, ну вот, посмотрите, насколько он небольшой. Вот. Но мы просто сейчас немножко охладимся, погуляем. Ой, чтобы немножко прийти в себя. Очень жарко на улице.
Мы сейчас здесь круг сделаем меньше, чем за минуту, и торговый центр закончится. Конечно, он будет побольше, когда он весь откроется, но он все равно маленький. Ну что, погуляли мы по этому торговому центру Феникс. Он действительно называется Феникс, потому что здесь жилой комплекс Феникс, и в честь него назвали, так сказать. Ну, в общем, как я и сказала, и показала, он полупустой, даже больше, чем полупустой. Вот, и, ну, в принципе, там, конечно, интересные бренды, но не так, чтобы прям можно было приезжать и ходить шопиться. Не настолько интересно, если честно. Да и на самом деле далеко, не стоит он того. Вот, может быть, если зимой, когда прохладно, там, не знаю, посидеть кофе попить по дороге, если едем, потому что это не близко от нашего дома. Вот, это даже не близко к пляжу Конь-Ялты, это дальше вообще по дороге в другое место. Вот. Но все равно было интересно, было очень классно пройтись, тем более там интересная планировка. И что для нас было сейчас важно, там все-таки есть кондиционер на нижних этажах. Мы немножко охладились, освежились, и сейчас едем уже в супермаркеты и домой. Вот, такой у нас сегодня день. Утром я видео не снимала, потому что, как-то, не знаю, мы были какие-то сонные с утра. Хотя утром пораньше решили выйти, вот как раз на завтрак в лес. И потом на рынок, как бы. На рынке я не снимаю видео, потому что там обычно дурдом происходит. А утром как-то хотелось просто расслабиться. Вот, поэтому снимала уже видео второй части нашего дня. Вот. В общем, я еще сниму видео в супермаркете, Филе-маркет покажу вам. Хотя я там уже снимала пару раз, у меня на канале есть видео, но они далеко. Вот, я решила сегодня снять свежие фрагменты и покажу вам, как и что там сегодня. Мы приехали в Филе-маркет. Тут сегодня что-то очень многолюдно. Ну, для Анталии это не новость, конечно, но в Филе-маркете бывает очень даже свободно. Сегодня прям, посмотрите, машин куча. Кассы, кстати, не заполненные. Вот. Это хорошо, пока что. В общем, посмотрим. Сейчас мне нужно собраться с мыслями, что нам нужно купить. Обычно вот здесь мы берем овощи, фрукты. Сейчас там их уже мало осталось, но мы уже все на рынке взяли. Вот здесь мне, кстати, грибы нужны. У нас грибы закончились. Я, наверное, грибочки возьму. Да, грибы. Монтеглер. Так, пойдем дальше. İçecek alacağız. Сейчас хотим напиток какой-нибудь взять. Но это какой-нибудь будет типа либо фанта, либо пепси. Сейчас посмотрим. Вот, мы решили апельсиновую взять газировку. Сарьер. Hangi fark? Soğuk. Вот такую апельсиновую газировку. Так, теперь я хочу злаковый хлеб взять. Вот такой. Мне очень понравился. Вот. Берем. И я хочу лаваш, но я хочу, знаете, лаваш типа тортильи. Я обычно беру вот такой лаваш. Вот, но я хочу взять какой-нибудь поменьше, типа тортильи. Вот здесь я люблю еще багеты свежие брать. И еще это моя любимая секция, где продаются пончики. Ну, что-то их совсем мало. Мой самый любимый это с фисташкой. И мы любим вот этот шоколадный. Очень вкусные. Так, мы решили взять вот шоколадный пончик. Да, evet. Вот. Я просто обожаю их. Мы взвешиваем, нажимаем круассан. Они почему-то все под круассаном. И все, и прикрепляем. Все, готово. И в наш баскет. Все, поехали дальше. Здесь, значит, заморозка всякая. Кстати, я смиты хотела взять. Интересно, вот эти смиты нам очень понравились, они замороженные. Мы их в аэрогриле размораживаем, разогреваем, и получаются как из пекарни. 4 штуки внутри. Мы еще промазываем плавленым сыром, как из пекарни делаем. В общем, очень вкусно на завтрак. В общем, здесь морозильные камеры, всякие
как это, полуфабрикаты. Вот, например, замороженные пиде разные, лахмаджун, пицца. Вот. Колбасы, сыры, масла. Ну, в общем, всякая молочка теперь. Там маринованные оливки засоленные. И холодильники. Тут тоже много всяких сосисок, всякой нарезки. Вот, мы сейчас хотим посмотреть сыр для тостов. Определенный. Не знаю, найдем мы здесь его или нет. Он такого прям желтого-желтого оттенка, как чеддер практически. Но он очень похож на российский сыр. Не знаю, есть он тут или нет. Выбирай сфаркла, Бенджи. Нет, наверное, его здесь нет. Вот этот белый сыр сейчас возьмем для завтраков. С ним можно и бирейки делать, и на завтрак его очень любят кушать. Только я сейчас хочу посмотреть срок годности. Вот. По 4 января 27 года берем. Угу. В наш баскет. Угу. Идем дальше. Вот, кстати, еще обожаемые мои снеки. Это киндер. И вот этот мне, кстати, я пробовала. Вот этот новый киндер пингви. Ой, киндер молочный ломтик с персиком и маракуйей. Кто не пробовал, но у кого продается, обязательно попробуйте. Если вы любите киндер продукцию. Очень вкусно, прям обалденно. Мне очень понравилось. У нас вечно проблема выбрать сыр. Во-первых, их огромное множество. Во-вторых, они далеко не все качественные. И если какого-то любимого нашего сыра нет, то мы просто ходим, ищем, даже порой не в одном супермаркете, ищем. И это, правда, проблема огромная. В общем, мы решили взять вот этот еще сыр для тостов. Он уже порезанный на слайсы. Вот, эту фирму еще не пробовали, попробуем. Теперь я хочу взять йогурт. Он продается только в филе-маркете. Мне муж говорил, что он продается еще в других магазинах. Я нигде не видела, кроме как здесь. Это Каймаксис йогурт. Очень вкусный. Мне именно он нравится. Бренд Сютаж получается. Значит, это до 9 июля, до 8 августа получается. Да, я его возьму. Я же правильно понимаю? Да, до 8 августа. Вот я его сейчас возьму. До 8 августа. 8 августа. Я решила 2 штуки взять. Все. Айна тариф. Все. Идем дальше. Вот здесь также мороженое продается. Но здесь, кстати, очень маленький выбор мороженого. Он далеко не все вкусное. Нам еще нужны приправы и соус. Мы сегодня хотим сделать бургер на ужин. Нам нужен соус-бургер. Вот. Вот этот соус-бургер мы возьмем. Мы добавим еще копченую паприку и сделаем что-то типа похожее на Big Tasty из Макдональдса. Мы еще забыли взять булочки для бургеров. Вот сейчас мы их пойдем возьмем. И еще мне надо взять молоко, о котором я тоже забыла. 1 упаковку. Вот, я беру молоко Харрис. Вот. Кидай. Все, пойдем за хлебом. Я очень надеюсь, что здесь будут эти булочки. Да, вот они. Очень вкусные. Для бургеров вообще идеально. Где мой муж? Вот. Все, кидаем. Вот здесь, кстати, всякие пельмени продаются. Турецкие манты. Вот турецкие манты, они обычно очень маленькие. Но это, кстати, еще ничего размер. Обычно они прям вот такие вот малюсенькие. Узбекистанские манты. Обычные пельмени на самом деле. И обычно они здесь все маленьких размеров. Вот там что-то совсем крошечное. Мне со вчерашнего дня очень сильно хочется яблочный сок. И я хочу его найти. На самом деле я его почти нигде не видела здесь. Здесь очень много мультифруктов, всяких персиковых. А вот яблочного толком нет. Вот сейчас буду искать. Вот я что-то нашла. Маленькая. Тут целая упаковка продается. Тоже фирма Харрис. Это фирма филе-маркета. Харрис, вот это яблочный сок. Вот, кстати, у меня муж такой же нашел, только большой. Вот мы его сейчас возьмем. И еще нам нужно взять для нашей Луны... макароны, Жаным, макарны. Сейчас нам нужно взять для нашего пушистого комочка
консервы. Я обычно беру ей сразу 2 пакетика. И это на 2 недели. Она по воскресеньям у нас получает влажный корм, как снэк. Вот. Я беру Феликс. Вот, взяла 2 пакетика. И нам еще нужны пакеты для мусора. Вот, пакеты для мусора и салофановые пакеты, обычные маленькие. Вот эти вот пакетики салофановые нам нужны маленькие, совсем самые маленькие. Здесь, кстати, проблема найти в магазинах маленькие пакетики. Салофановые, прозрачные. Так, теперь мы идем смотреть макароны. Какие-нибудь, вообще любые, какие нравятся. Я вот эти пенне хочу взять. 1 упаковку. Пенне. Я хочу спагетти. 1 упаковку. Спагетти. Так, вот этих, по-моему, немножко... Или они уже закончились? Вот эти, наверное, еще возьмем. Да, вот такие. Вот. Все, я так. И мне еще нужен томатный соус. Потому что у меня дома закончился. Вот я, наверное, возьму вот этот Харрис. Я как-то его начала брать. Тоже это бренд Филе маркета. Мне понравился. Все, в общем, мы закупились. Теперь идем к машине и едем домой. Вот такой влог сегодня получился. Спасибо, что были со мной. Спасибо за ваши просмотры, за ваши лайки. Не забывайте оставлять комментарии. Не забывайте подписываться, чтобы не пропустить новые влоги. А на сегодня я с вами прощаюсь и до встречи в новом влоге. Пока!